друзья! Привет всем, кто изучает русский язык по коротким рассказам на канале Русторис. Меня зовут Андрей, и сегодня я прочитаю для вас рассказ от лица девушки с ее впечатлениями о жизни в Китае и Германии. Итак, поехали. За границей я живу почти 7 лет. Из них 3 года в Германии. Расскажу, как я попала сюда. Я из провинциального областного центра. Училась в местном архитектурно-строительном университете. К концу бакалавриата у меня появилась идея фикс – поступить в магистратуру за границу. Одна я не тянула это финансово, а со стороны семьи особенного понимания не встретила. В итоге я поступила в магистратуру в тот же универ. Через год после окончания учебы я уехала в Пекин, получила оффер. Переезд в Китай был авантюрным. Перелет мне оплатил работодатель, а сбережений у меня было всего 30 тысяч рублей на карте. Мне просто хотелось как-то ввязаться в эту историю, а уже потом на месте осмотреться и понять, что делать дальше. Чтобы снять комнату и как-то продержаться первый месяц, я сразу же попросила аванс на работе. Отдала его через несколько месяцев жесткой экономии. Первые полгода в Китае оказались по-настоящему сложными. Стресс от переезда накладывался на необходимость жестко себя ограничивать, а в новой стране было поначалу непонятно, на чем можно экономить. Но именно эти полгода меня полностью изменили и дали понять, что назад я не хочу. Меня отравил дух свободы большого города и ощущение, что здесь, на другом конце земли, ты можешь быть кем угодно и жить какую угодно жизнь. И люди, с которыми ты вместе вырос, уже не поймут твоих эмоций так же глубоко, как новые друзья-экспаты, с которыми ты здесь в одной лодке. Менее чем через 2 года я продвинулась в карьере и перешла в довольно известное в мире бюро. Это была компания уровня большой четверки, только в архитектуре. Мы делали проекты очень высокого качества для Азии, США, Канады и Европы. В Пекине мой круг экспатских знакомств стремительно рос, и я познакомилась со своим будущим мужем. Он из Австрии, работает в Германии и приехал в Китай по контракту на 3 года. Мы начали встречаться. Когда контракт будущего мужа заканчивался, то мы решили переезжать в Мюнхен, тоже вместе. Если бы я была одна, то я бы, скорее всего, переехала бы на юг Китая, в Гонконг, Сингапур или Австралию. Европу я тогда почти не рассматривала, считая Азиатско-Тихоокеанский регион более интересным для профессионального развития, а также
более перспективным и денежным. Немецкий я начала учить еще в Китае, задолго до того, как задумалась о переезде в Европу. Это было просто мое хобби после работы. Все экспаты, особенно архитекторы, знают больше одного иностранного языка. Мне было стрёмно с моим единственным английским. Кроме того, немецкий был третьим языком в фирме, где я тогда работала, после английского и китайского. На самом деле, в Китае я скорее не учила немецкий с нуля, а продолжила его изучать. Этот язык давно нравится мне по звучанию, и я уже начинала учить его самостоятельно в старшей школе. К тому же мне сильно повезло с репетитором. Мы занимались онлайн и стали хорошими подругами. Поэтому у меня всегда была огромная мотивация делать домашки. Китайский я тоже учила, но там и репетитор, и язык мне нравились куда меньше. Времени на работу и изучение двух языков не хватало. Пришлось выбирать. В Германию я переехала по визе для поиска работы. Искала ее параллельно с интенсивными языковыми курсами. Я не знала, как быстро получится трудоустроиться. В Германии мой опыт мог просто никому не понадобиться. Например, в Мюнхене в основном делают средней руки региональные объекты. Но в итоге работа нашлась быстро, достаточно интересная и в очень профессиональной команде. Мы делаем большие проекты для производственных компаний Северной Германии, лаборатории и офисы. Я сразу получила голубую карту. Это вид рабочей визы. Доход несколько съехал вниз, как и у супруга. В основном это связано с большими налогами. Про рост зарплаты минимум на 15% в год, как у меня было в Китае, тоже пришлось забыть. Да и карьерный рост в Германии медленней. В Пекине мы шутили, что если ты задержался в компании на 2 года, то уже можешь ожидать повышения до партнера. Из-за огромной нагрузки у нас была бешеная текучка. В общем, в профессиональном плане уровень снизился. Зато моя жизнь теперь куда менее стрессовая, и я не работаю по ночам и выходным. После Пекина у меня не было никакого культурного шока в Мюнхене. Даже наоборот, появилось ощущение, что вернулась домой. Хотя когда мы встречаемся здесь с ребятами, с которыми познакомились в Пекине, часто ностальгируем по сумасшедшим годам, проведенным в Китае. Правда, все понимают, что после коронавирусных лет Китай сильно поменялся не в лучшую сторону. Как раньше, уже не будет. Вскоре после переезда мы с моим молодым человеком поженились. Я решила проработать минимум год, прежде чем планировать беременность.
Хотела получать нормальное пособие и повысить шансы на ясли. Забеременела, когда у меня уже был бессрочный контракт. Недавно я подала документы на бессрочный вид на жительство. Среди наших долгосрочных целей покупка недвижимости. Только пока непонятно, насколько это вообще выгодно и, главное, реалистично. В Мюнхене и пригородах недвижимость не то что дорогая, а вообще, наверное, нет такого слова, чтобы описать ее цену. Это самый дорогой город в Германии и один из самых дорогих в Европе. Из-за близости Альп, крутой природы, хорошего work-life balance и неплохих зарплат. Мы определили для себя целевую цену – 1 миллион евро. Дешевле не будет, так как речь не о студии, а о семейном жилье площадью от 100 квадратных метров. В Мюнхен с такими бюджетами можно даже не соваться. Поэтому мы рассматриваем ближние и дальние пригороды. Предельный срок ипотеки 15 лет. При таких условиях требуется первоначальный взнос не менее 50%, чтобы ежемесячный платеж был подъемным. Жилье – это больная тема в Мюнхене. У кого есть свое, тот реально может жить как король, даже работая в супермаркете. А у кого нет, отдает за аренду существенный кусок дохода, имея даже очень хорошую зарплату. Наш дом доходный, он целиком принадлежит банку, который сдает в нем все квартиры. Квартиры тут классные и передаются по знакомству. Думаю, если мы отсюда когда-нибудь съедем, то либо в свое жилье, либо за границу. В пределах Мюнхена нет смысла искать что-то другое. Будет хуже и дороже. Когда я жила в Пекине, вредные финансовые привычки у меня были заметны особенно. Я могла отдавать кучу денег за ежедневный кофе в Старбаксе. Ну, просто так. Потому что могу. И потому, что постоянный стресс сидит чертенком на плече и шепчет: ты нормально не спала месяц, ты заслужила, нужно себя побаловать. Без кофе голова не заведется. По этой же причине я могла потратить кучу денег на одежду, которая мне даже не особенно нравилась. Я чувствовала потребность себя похвалить. С переездом в Германию у меня ушел лишний стресс и ушли бессмысленные траты. Первое время, правда, я очень много тратила на косметику. Китайские и другие азиатские бренды мне надоели, а тут дорвалась наконец-то до привычных европейских. Я покупала явно больше, чем мне требуется. Сейчас эта статья расходов тоже более-менее под контролем. В общем,
моя позиция такая. Если хочется много тратить на ерунду, то нужно работать над уровнем стресса. Друзья, вот такая история. Очень надеюсь, что вам понравился сегодняшний рассказ. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот ролик. До встречи в следующих выпусках. Огромной вам удачи и пока!